Друзья, всех приветствую на канале «Ожившие книги». Мы продолжаем с вами читать интересную историю о Джесси. Что же будет дальше? Какой будет встреча Сета с девочками? Как пройдет их знакомство? Примут ли его девочки? Что интересного он расскажет о своей жизни Джесси? Или они просто будут общаться и будут мамой и папой для своих девочек? Или же все-таки они попробуют снова полюбить друг друга? Глава 7. За эту неделю Сет изучил весь берег ручья, как свои 5 пальцев. Он не хотел возвращаться в дом, пока отсутствовал Райлан. Но этот последний день ожидания был для него особенно мучительным. Найдя зеленую лужайку за зданием церкви, он стал дожидаться Райлана, а в его голове теснились разные мысли. Что, если Джесси вообще не захочет увидеться с ним? Что, если ему не позволят даже взглянуть на девочек? На мгновение его мысли перенеслись в прошлое, к тому дню, когда он впервые увидел себя во всей неприглядности, со всеми грехами и пороками. К тому времени он уже много слышал о Христе и о его искупительной жертве на кресте. Но до того самого дня он не понимал, насколько сам нуждался в том, чтобы принять эту пролитую кровь и спасение, которое предлагает Христос. «Вы в порядке?» Сет вздрогнул. Райлан стоял от него на расстоянии всего 15 футов, но Сет не слышал и не видел, когда подошел пастор. «Думаю, что да», – правдиво ответил Сет и поднялся. «Как Джесси?» «С ней все в порядке. Пойдемте в дом, и я расскажу вам о том, что она сказала». Пригласил его Райлан. Но не успели мужчины подойти к дому, как к ним подбежал Фрэнклин Вик, старший из детей Виков. «Пастор Райлан!» – воскликнул он, тяжело дыша. «Мой отец послал меня за вами. Он думает, что Джеб Дорн сломал ногу». «А Джеб дома?» «Да, он в своей мастерской». «Спасибо, Фрэнклин. Передай отцу, что я сейчас приду». Райлан зашел в дом ровно настолько, чтобы успеть сказать Бри, куда он идет, после чего они с Сетом направились к дому Джеба. Ни один, ни другой не рассчитывали на такой поворот событий, и вопросы, касающиеся Сета и Джесси, теперь должны были подождать. Перелом лодыжки был без смещения, но он определенно лишал Джеба возможности передвигаться в ближайшие несколько недель. Джеб был самым лучшим мебельщиком в Токен-Крик. Он как раз работал над срочным заказом, высоким книжным шкафом, шлифуя его перед морением, но вдруг поскользнулся и потерял равновесие. Нога неестественно изогнулась, и лодыжка не выдержала веса его тела. Джеб звал на помощь до тех пор, пока его крик не услышал пожилой сосед. Этот сосед нашел Пэттинс, а она побежала за помощью к Викам. Доктор Эрц уже приходил осмотреть ногу Джеба и уже ушел. Чес Вик тоже ушел домой. Райлан и Сет помогли бледному и тяжело дышащему Джебу добраться до кровати. Пэттинс шла следом за ними и оказалась рядом, когда Джеб с удивлением обратился к мужу Джесси. «Я не верю своим глазам. Неужели это вы, Сет?» «Да. Я прожил в городе всю эту неделю, но старался никому не попадаться на глаза». «Вы виделись с Джесси?» «Нет. Возможно, она скоро согласится встретиться со мной. Райлан говорил с ней от моего имени. Он еще не успел рассказать мне, что она ему ответила». «Она согласна увидеться с вами», – сказал Райлан. Сет кивнул. «Вы очень долго отсутствовали?» Продолжал Джеб без какого-либо осуждения в голосе, но по его глазам было видно, что у него много вопросов. «Да», – согласился Сет. «Вы приехали надолго?» – спросила Пэттинс несколько настороженным голосом. «Если Джесси позволит мне, то да». «А когда вы встретитесь с ней?» Сет посмотрел на Райлана. «Она просила прийти завтра». Сет кивнул, и его сердце больно сжалось в груди. Он испытывал страх и неуверенность, и ему хотелось поделиться своими чувствами с Райланом.
но состояние Джеба было сейчас важнее. «Чем еще мы можем вам помочь, Джеб?» – спросил Райлан. «Ничем. Но спасибо за предложение, Райлан. Я зайду к вам завтра». Дорны еще раз поблагодарили пастора, после чего Пэттинс проводила Райлана и Сета до дверей. На улице становилось темно, и у Райлана было такое чувство, будто он не виделся с Бри целый день. Тем не менее, на обратном пути он шел медленно и откровенно изложил Сету положение вещей. Джесси была готова впустить его в жизнь ее дочерей, но только при одном условии – если он останется с ними навсегда. Сет слушал молча, стараясь осмыслить услышанное. Когда они дошли до дома, он всего несколько минут пообщался с супругами, после чего пожелал им спокойной ночи и ушел в комнату, которую для него отвела Бри. Следующие 2 часа он просидел на краю кровати, молясь и думая о предстоящем дне. Ему было совершенно ясно, почему Джесси не хотела его вмешательства в жизнь девочек, если он собирался снова уехать. Конечно, она не могла знать. Это ей еще предстояло выяснить, что у Сета не было никаких намерений покидать их. Его жена и дочери находились в Токен-Крик, и если только ему предоставят такой шанс, он больше никогда не расстанется с ними. Джесси, не переставая, думала о Сете с того самого мгновения, когда проснулась в субботу утром, но никто из видевших ее в тот день не смог бы догадаться об этом. Она сделала с девочками все утренние дела, они позавтракали и убрали в квартире, после чего она спустилась вниз в магазин. Было несколько дел, которые Джесси не сделала накануне вечером, и теперь она занялась ими. Девочки были в восторге от того, что проведут этот день в гостях у Ратманов, и когда она оставила их в квартире наверху, они болтали о доме и кошке Ратманов. Казалось, Джесси все предусмотрела, но она никак не ожидала того, что Сет придет рано. Она открыла магазин, настежь распахнув двери, и вдруг увидела рядом с входом Сета, который сидел в одном из кресел-качалок. При виде ее он встал, держа шляпу в руке. «Здравствуй, Джесси», – проговорил он тихо, настороженно глядя на нее. «Здравствуй», – ответила Джесси немного официальным тоном. «Я не слишком рано?» – спросил Сет, боясь допустить какую-то ошибку. «Нет, но...» Что бы ни собиралась сказать Джесси, теперь это должно было подождать, потому что в этот самый момент появилась Ханна, зовя маму. Джесси пошла к дочери, а Сет медленно последовал за ней. «Кланси говорит, что мы не будем там весь день». «Где Кланси?» – спросила Джесси. Ханна повернулась, чтобы позвать сестру, но Джесси остановила ее, положив руку на ее плечо. «Не надо кричать», – сказала мать. «Пойди к ней, а потом обе возвращайтесь сюда». Ханна послушалась. Джесси знала, что Сет вошел в магазин следом за ней, но решила пока не уделять ему внимания. Она собиралась сначала проводить девочек и только потом начать обстоятельный разговор с мужчиной, который хотел вернуться в их жизнь. «Здравствуйте», – сказала Кланси, спустившись первой и заметив около дверей высокого мужчину. Она подошла к нему, совершенно забыв о том, что ее хотела видеть мать. Ханна следовала за ней по пятам. «Здравствуйте», – произнес Сет, улыбаясь обеим девочкам. Он не планировал ничего предпринимать без разрешения Джесси, но они были такими маленькими и такими хорошенькими, что его сердце не выдержало. «Кто вы?» «Кланси?» – позвала ее мать тем особенным тоном, который был хорошо известен девочкам. «Подойди ко мне. И ты тоже, Ханна». Девочки беспрекословно повиновались, и Сет немного отошел назад, заставляя себя не смотреть на них. «Вы идете к Ратманам на весь день.
Вы не будете драться друг с другом и с девочками Ратманов, и вы будете делать все, о чем вас попросит миссис Ратман. Вам все понятно?» Девочки кивнули. «А теперь можете идти. Я желаю вам хорошо провести время». Девочки поцеловали и обняли ее на прощание и выбежали из двери, не оглядываясь на Сета. И только после того, как Джесси вышла за ними и убедилась в том, что они послушно идут по главной улице, она вошла в магазин и повернулась к мужу. «Они просто красавицы, Джесси! Ты совершила чудо!» «Спасибо», — сказала она, немного расслабившись. «Я не хотела представлять им тебя, пока мы не поговорим». «Я понимаю». «Но мы не можем говорить сейчас», — продолжала Джесси. «Суббота – это мой самый напряженный день». «Да, конечно, прости». Его покорное согласие было для нее большой неожиданностью, и какое-то время Джесси даже не знала, что сказать. «Может быть, я чем-то могу помочь?» – предложил Сет тихим голосом. «Нет», – отрезала Джесси, не задумываясь. «Если я не справлюсь, то позову на помощь Джеба». Он сломал лодыжку. Джесси немного удивилась этому известию, после чего спросила. «Когда это случилось?» «Вчера вечером. Я был у него с Райланом». «С ним все будет в порядке?» «Думаю, что да, но некоторое время ему придется отлежаться». Джесси все еще обдумывала случившееся, когда в магазин вошла женщина с сыном. Покупательница тут же сообщила Джесси о том, что ей нужно, и было очевидно, что она хочет получить свой заказ немедленно. Сет терпеливо наблюдал за Джесси, обдумывая свои дальнейшие действия. Но тут вошел еще один покупатель и направился прямо к прилавку. Не задумываясь о том, что, возможно, он совершает огромную ошибку, Сет вышел вперед и предложил свою помощь. Мужчина хотел получить свою почту, и Сет отыскал ее для него. Он не планировал оставаться в магазине, но не успел он предупредить Джесси, что уходит до вечера, как вошли еще два посетителя. Все еще не зная, поступает ли он правильно. Сет обслужил и их, поражаясь тому, насколько привычным делом это для него оказалось. И несмотря на такой долгий период его отсутствия, как легко он ориентировался в магазине. Прошло 3 часа, прежде чем они с Джесси смогли остаться наедине. «Неужели ты все это не забыл?» – спросила Джесси, когда нашла Сета возле полок с товаром, где он перекладывал кастрюли. «Я и сам не знаю», – ответил он, выпрямляясь в полный рост и глядя на нее. «Все просто само собой вспомнилось». Джесси кивнула, и Сет знал, что он не может дольше медлить. «Меня сегодня видели несколько человек, Джесси. Я не подумал, что это может быть проблемой, пока не стало слишком поздно. Я не хочу, чтобы мое присутствие здесь могло причинить тебе какие-то неприятности». Джесси внимательно посмотрела на него, взвешивая все возможные варианты, и решила прямо сказать то, что думала. «У тебя не будет третьего шанса, Сет. Если ты причинишь какую-то боль моим дочерям, то я больше никогда не подпущу тебя к ним». Сет кивнул, не удивляясь ее уверенности. Джесси никогда не была женщиной, которой можно играть, и, по правде говоря, он заслуживал гораздо худшего приема. «Когда девочки лягут спать, мы сможем поговорить». «В котором часу это будет?» «Приходи к дверям склада в 8. Я хочу услышать твою историю о том, где ты все это время находился и почему не возвращался. После этого я расскажу тебе о том, что я могу тебе предложить. Если ты согласишься с моими условиями, то завтра я представлю тебя девочкам. Если же нет, то ты можешь уехать на ближайшем поезде». У Сета нашлось время только для того, чтобы кивнуть, после чего их прервали. Джесси подошла к ранчеру, которому понадобилась какая-то деталь, а Сет к маленькому мальчику, у которого был 1 пенни на леденец. Сет работал с надеждой в сердце. Джесси не прогнала его, и сейчас это было самое главное. «Вы находились там весь день и работали в магазине?» – уточнил Райлан у Сета во время ужина. Пастор был почти уверен, что ослышался. Сет вздрогнул.
В магазине было очень людно, и это получилось само собой. И вы действительно вспомнили, как вы это делали раньше? Спросила Бри. Почти все, ответил Сет, который и сам удивлялся этому. А девочки, вы их видели? Видел, но не познакомился с ними. Я должен вернуться туда сегодня вечером, чтобы мы могли поговорить. С Джесси и девочками? Только с Джесси. Когда она выслушает мою историю, она сообщит мне о своем решении. «Как вам показалось, это прозвучало обнадеживающе или не очень?» – спросил Райлен. Я рад, что она не указала мне на дверь сразу же, но она предельно ясно дала мне понять, что это мой последний шанс. Мне больше одного и не нужно, но она, конечно же, не может об этом знать. Вы планируете говорить с ней о ваших супружеских отношениях или же только о ваших отношениях с Ханной и Кланси? Хотела знать Бри. Я бы очень удивился, если бы Джесси после стольких лет подпустила меня к себе. Со мной все кончено. Но по какой-то причине она готова дать мне возможность участвовать в жизни девочек. А вы хотели бы, чтобы Джесси снова стала вам женой, Сет? Я имею в виду вашей женой в полном смысле. Вдруг спросила Бри. Я не знаю, проговорил Сет, задумавшись. Оставив ее и прожив столько времени далеко от семьи, я убил ее любовь к себе. Я не знаю. Что же касается моих чувств, я так хорошо приучил себя не думать о ней, что можно сказать, что моя любовь тоже умерла. И теперь я снова увидел ее сегодня. И я все еще считаю ее своей женой и по-прежнему питаю к ней определенные чувства. Возможно, в первое время вам было бы лучше держать свои чувства под контролем, заметил Райлен, чем удивил Сета и Бри. Я думаю, что вам еще предстоит знакомство с дочерями. Возможно, этих отношений пока будет достаточно. Сет подумал, что Райлен, пожалуй, был прав. Он никогда не был отцом, в смысле настоящим отцом, и, вероятно, его ожидало множество сюрпризов. Его мысли были заняты встречей с Джесси и тем, удастся ли ему познакомиться с девочками. Но он знал, что это все еще было слишком сложно. Вместо этого он постарался переключиться на происходящее вокруг него и стал наблюдать за тем, как Райлен и Бри общаются с Дэнни. Ему вдруг пришло в голову, что совсем не нужно далеко ходить, чтобы получить возможность узнать о воспитании детей. Сет едва смог дождаться, пока наступит 8 часов. Он не имел ни малейшего понятия, чем все обернется и где он окажется 2 часами позже, но прямо сейчас он просто хотел рассказать Джесси обо всем и выслушать ее вердикт. В условленное время Джесси открыла ему дверь склада и провела на 2-й этаж. Квартира выглядела почти такой же, какой он ее помнил. Только диван был новым. Кроме того, в гостиной стояло кресло-качалка. Дом был по-прежнему уютным и теплым. «Ты можешь присесть на диван», – предложила Джесси, садясь в кресло рядом. Из окна в комнату попадало много света, но Джесси все равно зажгла 2 лампы. Скоро должно было стемнеть. «Мы не разбудим девочек, если будем говорить так близко от них?» «Нет», – ответила Джесси, покачав головой. «Они весь день играли в доме наших друзей и теперь спят без задних ног». Сет посмотрел в сторону спален. Одна спальня, дверь в которую была сейчас закрыта, когда-то была их супружеской спальней. В ней он спал вместе с Джесси. На мгновение его мысли перенеслись к тому времени, когда он был верным и преданным мужем, но не успел он окунуться в воспоминания, как Джесси заговорила. «Так где же ты был все это время?» «В Техасе», – ответил Сет, сразу же поворачиваясь к ней. «А в самое последнее время в тюрьме Хейвуд». Джесси не ожидала такого, и ее сердце почему-то сжалось. То, что он был в Техасе, ее не удивило, но сообщение о тюрьме стало полной неожиданностью. Однако она держала свои эмоции под контролем и была рада, когда Сет продолжил свой рассказ. «Я не говорил тебе, что получил письмо от брата». «От Элиота?» – спросила Джесси, и только потом вспомнила, что Элиот был единственным братом Сета. «Да,
В этом письме, как и раньше, он звал меня приехать к нему в Техас. Сначала у меня даже искушения такого не возникало, но это продолжалось не очень долго. Сет не сводил взгляда с Джесси, не боясь признать, что он был неправ. Но он знал, что ей будет неприятно услышать то, что он скажет после этого. В то время Ханна чуть подросла и стала плакать немного меньше, но мы с тобой ссорились по каждому поводу. Письмо пришло как раз в это время. Вот таким образом, подчинившись внезапному порыву, я написал тебе записку, упаковал свою сумку и уехал. 8 лет– это не порыв, парировала Джесси ровным голосом. Конечно же нет, но чем дальше я уезжал отсюда, и чем дольше отсутствовал, тем сложнее было вернуться назад, и поэтому я не возвращался. В помещении воцарилась тишина. Прошло около минуты, но эта минута показалась им обоим вечностью. «Почему ты оказался в тюрьме?» Мы с Эллиотом нанялись на работу к человеку по имени Джаред Силк. Ему казалось, что он стоит выше закона. Мне стыдно за те вещи, которые мы делали, но деньги ослепили нас. Он хорошо платил, и мы хорошо жили. Затем Эллиот познакомился с одной женщиной и полюбил ее. Мы обосновались в той местности, где она жила, и я приучил себя вообще не думать о тебе и о Ханне. Сет продолжал смотреть на Джесси, поэтому он увидел, как ее передернуло. Но продолжал говорить. Прошло еще много лет, прежде чем накопилось достаточно улик, чтобы засадить Джареда за решетку. Но когда это произошло, нас тоже посадили. Что ты сделал? Теперь Сет опустил глаза. Ему было очень стыдно. Джаред был банкиром. Он давал суды всем подряд, в том числе тем, кто находился в отчаянном положении. И если эти люди не могли платить, то он посылал к ним нас с Эллиотом. Мы никого не убивали, но мы причинили людям много зла. Мы хорошо одевались и тешили себя мыслью о том, что мы бизнесмены, хотя на самом деле мы были головорезами в дорогих костюмах. От ужаса Джесси прикрыла рукой рот. Она была готова поклясться, что Сет не способен на подобные поступки, но ему не было смысла лгать. «И это еще не самое плохое», – продолжал Сет. Джареду потребовалось захватить женщину, чтобы поговорить с ней. Она вела колонку в газете и писала в этой колонке нелестные вещи о Джареде, и это его бесило. Сета захватили мучительные воспоминания, но он заставил себя продолжать. Он хотел, чтобы мы как можно яснее сказали ей, чтобы она перестала это делать, и мы были готовы это выполнить, но случилось так, что мы перепутали ее с другой женщиной. К тому времени, когда ошибка обнаружилась, я вообразил себе, что влюбился в нее, и тогда я ее похитил. «О, Сет!» – прошептала Джесси, после чего постаралась взять себя в руки. «Это ужасно, но все это правда. Я не причинил ей никакого вреда, но продолжал держать ее взаперти против ее желания». «И что же случилось?» «Ее спасли, после чего она выступила в суде в качестве свидетеля против меня. Мы с Эллиотом отсидели 15 месяцев. Джаред все еще за решеткой». «Джесси». Теперь голос Сета звучал хрипло. Волнение все больше охватывало его по мере того, как к нему возвращались воспоминания. «Я не собираюсь оправдываться, но я уже не тот человек. Не прошло и месяца с моего пребывания в тюрьме, как я осознал, каким я был глупым. Я не любил ту женщину, я даже не знал ее. Мне стало невероятно стыдно за все, что я натворил. Я чувствовал себя настолько несчастным, что даже перестал принимать пищу. Меня охватило полное безразличие к жизни. Но потом стали приходить письма от жены Эллиота. Ее зовут Касси. Оказалось, что вскоре после того, как мы с Эллиотом попали в тюрьму, она уверовала в Иисуса Христа. Она писала Эллиоту о тех переменах, которые происходили в ее душе, и потом она начала писать и мне. И тогда у меня впервые появилась надежда. После 6 месяцев заключения я доверил себя Христу, и Он спас меня. До того времени я не позволял себе думать о том, как далеко я ушел от Токен-Крик. Но после того, как я уверовал, я пообещал себе, что если когда-нибудь выберусь оттуда живым, то приеду домой и, по крайней мере, попрошу у тебя прощения. Во время отсутствия Сета
Джесси не представляла себе ничего подобного. Даже отдаленно. Сначала она боялась, что он погиб. А потом временами она надеялась на то, что так оно и было. О чем она только не думала первые несколько лет после его исчезновения. А потом, как и Сет, она приучила себя не думать о нем. Но то, о чем он рассказывал, выходило за рамки ее воображения. «А что стало с той женщиной?» – спросила Джесси. Ее спас техасский рейнджер, за которого она потом вышла замуж. «С ней все в порядке?» Да. После того, как меня освободили, я поехал к ним на ранчо и увиделся с ними. Они простили меня за то, что я сделал, и я благодарен им за это. «Она простила тебя?» Да. – ответил Сет, не упоминая о том, что Дарви и Дакота Роулинс от всего сердца верили во Христа. «А ты бы приехал домой, если бы не уверовал в Бога?» Сомневаюсь. Я все время жалел себя. Иногда мне казалось, что без Христа я бы не выжил в тюрьме. «Значит, теперь ты веришь, как Райлан?» Да. Джесси кивнула. Она считала Райлана одним из самых прекрасных людей в Токен-Крик. Но она не считала, что причиной этого являлся Бог. Снова воцарилась тишина. И Сет знал, что он должен был нарушить ее первым. Мне очень жаль, что я не смог познакомиться с моими дочерьми сегодня, но я понимаю, почему ты этого не захотела. Я надеюсь, что ты позволишь мне узнать их, но я пойму, если ты не разрешишь мне быть частью их жизни. Я сразу рассказал тебе все о своей жизни, но это только потому, что я не хотел, чтобы ты узнавала обо всем по частям. Я готов отвечать за свое прошлое, и в глазах закона я уже заплатил за свои преступления. И я не ожидаю, что ты закроешь на них глаза, но я надеюсь, что ты дашь мне хотя бы шанс». Джесси посмотрела на него и отметила про себя некоторые детали. Он стал старше, но при этом он почти не изменился внешне. Высокий, темноволосый и симпатичный. Раньше он улыбался, глядя на нее, и часть ее существа тосковала по этим улыбкам. Слегка покачав головой, Джесси встала. Сердце Сета упало. Он был уверен, что сейчас его прогонят отсюда, но Джесси ничего не говорила. «Может быть, ты хочешь меня о чем-нибудь спросить, Джесси? Я расскажу тебе обо всем, о чем ты захочешь узнать». «Объясни мне снова, почему ты уехал?» Я хотел уехать на время. Я не планировал уезжать навсегда. Накануне мы сильно повздорили из-за чего-то. Я уже не помню, из-за чего именно. Я просто помню, что мне хотелось уехать. Я был молодым и безрассудным, и я не думал о последствиях своих поступков. Джесси кивнула, помня, какой покинутой она себя чувствовала. Но она также помнила, что и сама ощущала некоторое облегчение от того, что появилась возможность избавиться от него на какое-то время. Они ссорились из-за любых мелочей. И кроме этого, Ханна тогда не была простым ребенком. С одной стороны, Джесси сейчас хотелось прогнать Сета, но она знала, что это было бы неправильно. Если она это сделает, то, глядя на своих девочек, она всегда будет помнить о том, что лишила их чего-то важного в жизни. «Где ты сейчас остановился?» – вдруг спросила Джесси. У Райлана и Бри. «Да, действительно», – вспомнила Джесси. «Они не против, чтобы ты пожил у них еще какое-то время?» Думаю, что нет. Джесси кивнула. Ее взгляд выражал надежду. Ей нужно было время, чтобы все обдумать. Она действительно хотела, чтобы с этой девочки узнали друг друга, но все происходило слишком быстро. «Как ты смотришь на то, чтобы прийти завтра, после полудня, и я познакомлю тебя с девочками?» Хорошо. Согласился Сет тихо, не будучи уверенным, что она скажет дочерям, что он их отец. Теперь ты скажешь мне свои условия? Джесси нахмурилась и покачала головой. «Мы определим их по ходу дела». Сет поднялся, не зная, что делать дальше. Джесси, не отрываясь, смотрела на дверь спальни, и Сет тоже посмотрел в ту сторону. «Что они подумают о том, что я взял и явился вот так?» – спросил Сет. «Я не знаю». «Прости меня. Я не знал о Кланси. Я виноват в том, что бросил тебя одну на произвол судьбы».
Она стала большим сюрпризом и для меня, призналась Джесси, все еще глядя на дверь спальни. Кланси. Это ее настоящее имя? Нет. Джесси не выдержала и рассмеялась. И я назвала ее Марианной в честь моей матери. Но в какой-то момент Ханна стала называть ее Кланси. И это имя пристало к ней. Они сегодня хорошо поиграли? Спросил Сет, вспоминая, какими взволнованными были девочки, уходя утром из дома. Джесси кивнула, и ее улыбка стала немного шире. У Ратманов есть кот, и они очень любят его. Кроме того, девочкам нравится дом Ратманов. Красивый дом. Это обычный дом, но у нас нет дома, и поэтому для них это что-то особенное. На мгновение воспоминания снова охватили Сета. Но он знал, что теперь было не время спрашивать у Джесси, о чем она мечтает. Я не буду больше тебя отвлекать. К какому времени мне лучше прийти завтра? Пожалуй, около часа дня. У девочек будут вопросы, и лучше, если вы поговорите днем, а не вечером. Я не хочу, чтобы они были слишком возбуждены перед сном. Мне снова подойти к задней двери? Да, подходи. Сет надел шляпу и посмотрел на жену. Он подумал, удастся ли им когда-нибудь поговорить об их отношениях, но он помнил предупреждение Райлана и знал, что с разговором на эту тему лучше подождать. Спасибо, Джесси. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Отозвалась Джесси, но тут она сообразила, что ей нужно спуститься и запереть за ним дверь. Теперь им понадобилась лампа, потому что на улице совсем стемнело, и они еще раз попрощались друг с другом у дверей. Джесси поднялась наверх и села обратно в кресло. А она словно оцепенела. Она была женщиной, которая знала свое дело и умела доводить его до конца. Она редко в чем-то сомневалась или о чем-то жалела, но сейчас ее охватила неуверенность. Следующие 2 часа она просидела в кресле, пытаясь осмыслить все услышанное. Казалось, что сегодня она не сможет заснуть. Но потом она вспомнила слова Райлана. Он считал, что Сет изменился, и, откровенно говоря, Джесси доверяла Райлану от всего сердца. Усталость охватила ее внезапно, и Джесси дошла до кровати, легла и сразу же заснула, радуясь тому, что завтра воскресенье. Глава 8. «Спасибо», – поблагодарил Сет Дэнни, когда в воскресенье утром мальчик протянул ему деревянный кубик. Малыш улыбнулся, глядя в глаза Сету, а потом ушел, и сердце Сета сжалось. Он упустил это время с девочками. Они обе уже почти выросли, в них не осталось ничего от тех малышек, которыми они когда-то были. Сет посмотрел вслед уходящему Дэнни и поднял глаза. А Райлан и Бри наблюдали за ним. «Вы справитесь?» – спросил Райлан. Я и сам не знаю, как мне перестать жалеть о том, чего уже не вернуть, и идти вперед. Вас должна вести благодарность. Ведь у вас появился шанс познакомиться с девочками и узнать их поближе. Никто не в силах изменить прошлого, но вы можете принять правильное решение и прожить свое будущее лучше. Сет кивнул. Однако он по-прежнему чувствовал себя тревожно. Райлан и Бри переглянулись, и Бри заговорила. «Я не думаю, что сделанное вами в прошлом может сравниться с моим прошлым, Сет. Я не пытаюсь превратить это в соревнование, но поверьте мне, оно было позорным». «Но вы нашли Христа», – заявил Сет с уверенностью. «Вот именно. И я оставила ту прошлую жизнь и сделала именно то, о чем сейчас сказал Рай. Я решила быть другой в будущем. И я стала другой. Я перестала быть такой, как раньше. И я думаю, что это же можно сказать и о вас». Сет почувствовал, что у него появилась надежда. Глядя на Бри Джарвик, никто бы не подумал, что у нее могла быть какая-то другая позорная жизнь, что у нее могло быть неприглядное прошлое, которое не прославляло Бога. Сету это и в голову не могло прийти. Дэнни вернулся и своей маленькой ручкой похлопал Сета по ноге. Он посмотрел на малыша и взял еще один предложенный кубик, а потом посадил мальчика на колено.
Дэнни был по природе ласковым ребенком, и он тут же прижался к Сету, как будто знал его всю жизнь. Сет прижался щекой к мягкой маленькой головке Дэнни и обратился в молитве к Богу. Боже, прошу тебя, помоги мне устроить мою жизнь. Сегодня мне предстоит встреча с моими дочерями, и я с трудом могу в это поверить. Я не имею никакого понятия о том, что в действительности думает обо мне Джесси, но я знаю, что ты можешь смягчить ее сердце. Возможно, она больше не захочет иметь со мной ничего общего, но помоги нам создать хорошую жизнь для девочек, в которой будет место для тебя. «Здравствуйте!» – крикнула Джесси, войдя с черного входа в дом Дорнан. «Вы здесь, Джеб?» «Входи, Джесси!» – позвал Джеб из спальни, и Джесси с девочками пошли туда, откуда доносился его голос. «Вот это да!» – сказал он, увидев девочек. «Это целая делегация!» «Что с тобой?» – спросила Кланси, а ее маленькие бровки сошлись на переносице от волнения. Я потерял равновесие и сломал лодыжку. «Тебе было больно?» – интересовалась Клэнси. Да, мне и сейчас еще больно. Но Джеб забыл о боли и улыбнулся, когда Кланси с забавным выражением лица уставилась на его забинтованную лодыжку. Она явно ожидала увидеть что-то из ряда вон выходящее, поскольку через пару мгновений, не заметив ничего такого, она вздохнула и перевела взгляд на мать. «Мы не можем увидеть сломанные кости, Кланс. К счастью, они находятся внутри под кожей». Джеб улыбнулся бесстрастному тону Джесси, устроившейся в единственном комнате кресле. «Насколько я понимаю, Пэттинс пошла в церковь», – сказала Джесси. «Поэтому я решила навестить тебя». «Я рад, что ты это сделала», – ответил Джеб, и затем заметил, что девочки занялись резной деревянной коробочкой, которую Пэттинс держала на прикроватном столике. Он снова посмотрел на Джесси и увидел, что она тоже смотрит на него. «Мы поговорили вчера вечером», – проговорила она тихо, поняв, о чем он хочет спросить, судя по его приподнятым бровям. «И?» «Сегодня он познакомится с девочками». «Они знают об этом?» Только и успел спросить Джеб, прежде чем Ханна повернулась к нему с вопросом. Джесси только отрицательно покачала головой, и они оставили эту тему. Гости пробыли недолго, но Джеб был рад, что повидал их. Девочки вышли из комнаты первыми, поэтому Джеб мог сказать Джесси еще пару слов. «Ты готова к этому?» «Не знаю, как и я, но думаю, что девочки нуждаются в нем». «Я буду молиться за тебя, но ты и без того знаешь об этом». Джесси кивнула. Она никогда не благодарила его за это, но и не возражала. «Вчера весь день он помогал мне в магазине», – решила добавить Джесси. «Что касается магазина, у меня было такое ощущение, как будто Сет никуда не исчезал». «Ну, я рад об этом слышать, потому что я не смогу приходить к вам по меньшей мере месяц». «Поживем, посмотрим», – сказала Джесси. Вскоре они ушли. Джеб не стал терять время и тут же помолился о них, как и обещал. Он все еще молился о своей кузине, когда Пэттиэнс вернулась из церкви. «Девочки, мне нужно поговорить с вами», – начала Джесси, когда они вернулись в свою квартиру. Но тут она почувствовала, что не может вымолвить ни слова. Девочки смотрели на нее выжидающе, но прошло некоторое время, прежде чем она собралась с мыслями. «Вы когда-нибудь думали о том, где ваш отец?» Робко начала Джесси, и, к ее удивлению, обе девочки тут же с интересом навострили уши. «А у нас есть отец?» – спросила Ханна. «Да, есть», – ответила Джесси, которая была очень рада тому, что может так сказать. «Много лет назад я вышла замуж. Еще до твоего рождения, Ханна». «А где он?» «Ну, он был далеко, но теперь вернулся и хочет познакомиться с вами». «Значит, он не умер?» – спросила Клэнси. «Нет. А ты думала, что он умер?» «Ну, у Рози отец умер, и я думала, что наш тоже умер. Правда, Ханна?» Джесси увидела, что Ханна кивнула.
«Вы, девочки, говорили об этом друг с другом?» – спросила Джесси. Ханна снова кивнула, и Джесси с трудом произнесла свой следующий вопрос. «А почему вы никогда не спрашивали меня об этом?» Мы не хотели тебя огорчать. Призналась Ханна. Джесси не могла поверить своим ушам. Она не вспоминала об их отце уже очень давно и полагала, что ее дочери тоже о нем не думают. Она по меньшей мере помнила Сета, хоть он уехал, когда Ханне был всего год и 4 месяца. У девочек же вообще не было никаких воспоминаний, в которых они могли бы находить утешение. Ты сердишься на нас? – спросила Кланси, когда молчание затянулось. «Нет!» – быстро ответила Джесси. Но ни ее лицо, ни голос не убедили девочек в этом. «Я просто хотела вам кое-что сказать, а наш разговор пошел как-то не так». «Тогда просто скажи», – предложила Ханна, которая много раз слышала эти слова от матери. Джесси посмотрела на нее и сказала. «Ваш отец приехал. Он в Токен-Крик, и он хочет встретиться с вами». «Наш отец в Токен-Крик?» – переспросила Ханна, неуверенная в том, что она все правильно поняла. «Да, а до этого он долгое время был в отъезде». «А где он был?» «В Техасе. Он уехал еще до твоего рождения, Кланси, и не мог приехать до прошлой недели». «А почему?» «Ну...» – начала отвечать Джесси и запнулась. Что хотел Сет, чтобы она им сказала? Но не успела Джесси придумать ответ на этот вопрос, как ее охватил приступ ярости. Он не посчитал нужным быть рядом с семьей все эти годы. Пусть сам отвечает на этот вопрос. «А вот что я вам скажу», – продолжала Джесси, подавив злость. «Он придет сюда сегодня, чтобы встретиться с вами, и вы сами сможете спросить его об этом». «Он придет сюда сегодня?» – спросила Кланси. «Да». Девочки посмотрели друг на друга с такой радостью, что Джесси поняла, приняв решение познакомить дочерей с отцом, она поступила правильно. Она не была уверена, готова ли сама к этому, но теперь точно знала, что это было правильно. «Когда?» – спросила Кланси. «После обеда». Девочки были в восторге. Это было более чем очевидно. Джесси ожидала от них новых вопросов и даже некоторой тревоги, но они выражали только нетерпение, а Кланси даже спросила, сколько осталось времени до обеда. Джесси рассеянно ответила ей, но если бы она знала, что ее спросят об этом по меньшей мере еще 10 раз, то не стала бы отвечать вообще. Отличный розбив, Бекки. Похвалила Джанет свою кухарку, и все присутствующие за обеденным столом согласились с ней. «Мясник как раз зарезал бычка, и я сказала ему, что мне нужен большой кусок», сказала Бекки в своей обычной манере. «А как вам понравилась подливка?» Комплименты по поводу подливки посыпались со всех сторон, и Бекки, наконец, присоединилась к общей трапезе, заняв место рядом с Хезер. Джанет собрала на воскресный обед всю семью. Брэд и Мэгги, ожидавшие рождения третьего ребенка в декабре, сели с одной стороны стола вместе с Саванной и Кэтрин. Пришли также Трейс, Кассиди и Джо. Малыш Джо сидел на коленях у отца. Пятимесячная Нетти проголодалась во время богослужения, но потом заснула, так и не дождавшись, когда ее мать сможет ее покормить. Благодаря этому Кассиди получила возможность спокойно поесть. «А что это был за мужчина, который сидел сегодня рядом с Бри?» – спросила Кассиди у Трейса. Это Сет Рединг, муж Джесси. – ответил он и рассказал историю брака Джесси. Не думаю, что он бывал здесь с тех пор, как Джесси была беременна Кланси, добавил Брэд. А когда он жил здесь раньше, он совершенно не посещал церковь. «Интересно, а Джесси знает о том, что он здесь?» – спросила Джанет всех сидящих за столом. «Должно быть, знает», – отозвался Трейс. «Мне показалось, что Сет остановился у Райлана и Бри, а Рай не сделает ничего, чтобы ранила Джесси». Все знали, насколько верными были эти слова.
И после того, как каждый высказал свои догадки по этому поводу, разговор перешел на тему проповеди. Этим летом пастор Райлан говорил общине серию проповедей на тему смирения. И почти у всех, сидящих за столом, нашлось что-то, о чем они хотели бы рассказать друзьям. Все они считали необходимость личного смирения чрезвычайно важной темой и увлеченно обсуждали этот вопрос еще долгое время. «Вы готовы идти?» – спросил Райлан за пару минут до ухода Сета. «Думаю, что да. Я стараюсь убедить себя не ожидать от этой встречи слишком многого. Я считаю, что с вашей стороны было бы разумно не ожидать того, что девочки бросятся на шею незнакомому человеку. Но будьте внимательны, Сет. Бог может творить чудеса. Вы можете ожидать от него не меньше, чем чудо». «В каком смысле?» «Он уже провел вас поразительным путем, и я не имею в виду дорогу из Техаса. Вчера вечером вы упомянули о том, что выучили наизусть больше половины 23 главы книги Иова. 2 года назад подобное вам бы и в голову не пришло. Бог благословит вас сегодня, Сет. Возможно, Он сразу не вернет вам дочерей и не восстановит ваш брак, но Он благословит вас за то, что вы решились пойти к ним». «Спасибо, Райлан», – искренне поблагодарил Сет. Он никогда не смотрел на свою ситуацию с этой стороны. Он был так озабочен тем, чтобы не ожидать слишком многого от Джесси и девочек, что забыл о тех благословениях, которые он уже получил в своей жизни. Сет думал об этом всю дорогу до магазина. Но когда он пришел, то все равно чувствовал некоторую неуверенность перед встречей с девочками. Он постучал, и его не заставили долго ждать. Но его сердце бешено заколотилось, когда он вдруг особенно ясно осознал, насколько важное событие сейчас должно произойти. «Ты в порядке?» – невольно спросила Джесси в ту минуту, когда увидела Сета. Никогда раньше она не видела его таким бледным. «Думаю, что да». Джесси пристально посмотрела на него и с удивлением увидела, что он явно боится. Она не могла поверить, что такое возможно. Но Сет Рединг действительно испытывал страх. «Они ждут, не дождутся твоего прихода», – сказала Джесси, закрывая за ним дверь. Он судорожно сжал ее руку. «Это правда, Джесси? Это правда?» «Да», – произнесла она мягко, замечая в его глазах отчаяние. «После того, как я рассказала им о тебе, они только и говорят об этом». Сет вдруг заметил, что прикоснулся к ней и тут же опустил руку. Он поправил воротник и постарался собраться с духом. Он отвел глаза, чтобы сосредоточиться и помолиться о спокойствии. Когда он снова перевел взгляд на Джесси, она уже ничего не смогла прочитать в его глазах. Но она понимала, что его спокойствие – это просто маска. Его одолевали разные эмоции, и он едва был в состоянии переставлять ноги. Джесси первая начала подниматься наверх, думая о том, что ее беспокоит только благополучие дочерей. Когда настало время этой первой встречи, она совершенно не думала о Сете. Сету казалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. Он шел следом за Джесси, ощущая себя так, как будто все это происходило во сне. Он столько времени мечтал об этой встрече, но теперь, когда все происходило наяву, он едва мог в это поверить. «Вы были в магазине!» – сказала Кланси в тот момент, когда Сет вошел в комнату. «Да, был», – с трудом проговорил Сет, слегка откашлявшись. Девочки стояли не далее 6 футов от двери. Обе выглядели очаровательно. Они были опрятно одеты, их волосы аккуратно причесаны, а их лица выражали ожидание. «Девочки», – вмешалась в разговор Джесси, понимая, что эта встреча оказалась более волнующей, чем она себе представляла. «Это ваш отец. Его зовут Сет Рединг». «Сет Рединг?» – переспросила Ханна. «Да», – подтвердила Джесси, понимая, что ей следует взять инициативу в свои руки. «Входи, Сет, садись. Ханна и Кланси, подойдите ко мне. Вы тоже садитесь, чтобы мы могли поговорить». Когда все сели, сестры молча уставились на Сета. Ни Сет, ни Джесси не ожидали подобной реакции,
Но Сет наконец собрался с духом, и к нему вернулся дар речи. «Вы, девочки, такие же красивые, как и ваша мама». «Мы похожи на нее», — сказала Кланси. Она слышала эти слова множество раз. «Да, это так», — согласился Сет и в первый раз улыбнулся. «Я рад, что у вас светлые волосы и голубые глаза». «А где вы живете?» — спросила Ханна. «Я переехал в Токен-Крик совсем недавно, и у меня еще нет своего дома. В настоящее время я остановился у Райлана и Бри». «У них есть малыш!» – воскликнула Ханна, давая волю своим эмоциям, и рассказала о Дэне Джарвике, как будто Сет никогда его в жизни не видел. Абсолютно все, что только знала, какой он большой, когда он научился ходить, и даже какое последнее слово он ей сказал. «А почему ты не живешь здесь с нами?» – спросил Кланси, когда Ханна замолчала, чтобы перевести дыхание. Сет не ожидал этого вопроса, но все же смог ответить. «Мне кажется, что это неплохо, что я остановился у Райлана и Бри». «Папы должны жить с мамами», – заявила Кланси, когда он замолчал, и ее брови напряженно нахмурились. «Ты права, обычно так и бывает, но не всегда». «А когда мы будем видеться с тобой?» Поскольку Джеб сломал ногу, я буду приходить, чтобы помогать вашей маме в магазине». Сет не смотрел на Джесси, а не то бы он увидел, как она удивленно приподняла бровь. Она не подозревала о существовании подобного плана и решила подождать, пока девочки выговорятся, чтобы потом обсудить это. Девочки вдруг вскочили на ноги и побежали в спальню, чтобы принести что-то, что им хотелось показать Сету. И потому Джесси неожиданно оказалась с глазу на глаз с Сетом, который смотрел на нее. «Они такие красавицы, Джесси, и умные, и веселые. Ты проделала колоссальную работу». «Спасибо». Джесси слегка улыбнулась и посмотрела в сторону спальни, где скрылись девочки. «Они не дают мне стареть». «Ты молодая». Джесси покачала головой, не глядя на него, и Сет понял, что она хотела этим сказать. Кому, как не ему, знать, как работа в магазине временами выматывает. И он опять поразился тому, какой сильной она всегда была и есть. «Это моя кукла», – сообщила Ханна, укладывая куклу на колени Сета. У нее была фарфоровая голова и темные волосы. Она была одета в платье, в желто-черную клетку, а на ногах у нее были высокие ботинки на пуговицах. «Она очень симпатичная. Как ее зовут?» «Дороти». «Ей действительно подходит имя Дороти. Ты хорошо ее назвала». Ханне явно понравился комплимент. Но тут прибежала Кланси со шляпной коробкой. «О, Кланси!» Ханна закатила глаза. «Было совсем не обязательно приносить все». «Но я все равно принесла». Кланси начала хмуриться и возражать, но тут вмешалась Джесси. «Не будем ссориться, девочки». Кланси бросила на сестру еще один гневный взгляд, после чего положила коробку на диван рядом с Сетом. «У тебя есть шляпка?» Поинтересовался у нее Сет, но Кланси ничего не ответила. Она была слишком занята, извлекая свои сокровища. Первой вещью оказался гребешок для волос. Слишком взрослый и слишком большой для ее воздушных кудрей. За ним последовало маленькое зеркальце, несколько вычурная и не особенно практичная вещь. Затем девочка достала колоду игральных карт, веер, мальчишескую шляпу, запонки для манжет, шкатулку и футляр для визитных карточек. Почти все извлеченные из коробки предметы Кланси отдавала в руки Сету, при этом приговаривая: «А теперь посмотри на это». Новоявленный отец удивленно рассматривал все эти вещи. Но когда Кланси отвлеклась и занялась замочком своей шкатулки, он вопросительно взглянул на Джесси. Некоторое время назад Кланси очень заинтересовали некоторые вещи. Вспомнила Джесси с нежностью. Включая шляпную коробку. Вещи, которые она видела в магазине, насколько я понимаю. Совершенно верно. В конце концов, мне удалось уговорить ее брать не больше одной вещи в неделю, но тот период показался мне очень длинным. Сет широко улыбнулся, поворачиваясь обратно к Кланси, и только теперь он заметил, что Ханна молча наблюдает за ним. Сет посмотрел на нее, и его наполнило сожаление, настолько глубокое, что он не мог найти слов.
Откуда ты знаешь наши имена? Вдруг спросила Ханна. «Я был здесь, когда ты родилась, Ханна», – ответил Сет, обретя дар речи. А Кланси? «Мне очень жаль, что меня не было, когда родилась Кланси, но твоя мама сказала мне, что это ты придумала для нее такое прозвище». Ханна кивнула, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Ее настоящее имя Марианна, но мне больше нравится Кланси. Моя учительница иногда называет меня Марианной, заговорила Кланси, если я разговариваю на уроке. Она все время разговаривает, заметила Ханна страдальческим голосом. Не будучи уверенным, что поступает правильно, Сет засмеялся. Ханне это понравилось, и она улыбнулась. «Ты хочешь посмотреть нашу комнату?» – спросила Кланси. «Мы спим с мамой, но для наших вещей у нас есть отдельная комната». «Конечно», – согласился Сет, с трудом сдерживая волнение, когда Кланси взяла его за руку. Он еще не прикасался ни к одной из них и почувствовал, что охватившая его буря эмоций мешала ему дышать. Джесси не пошла за ними. Она отправилась на кухню и поставила вариться кофе. Это был теплый день, но ей было необходимо чем-то занять руки, и кофе было единственным, что пришло в голову. Она не знала, чего ей ожидать от Сета или от дочерей, но ее очень удивило то, с какой легкостью они нашли общий язык. В то же время сердце подсказывало ей, что эта идиллия не может длиться вечно. Сет уже один раз бросил их. И как бы сильно он не полюбил девочек, Джесси была уверена, что он уедет снова, и это только вопрос времени. Она хотела защитить дочерей от этой травмы, но не знала, как это сделать. «Ты случайно не готовишь ужин?» – тихонько спросил Сет, который неожиданно оказался около нее. «Только кофе. Почему ты спрашиваешь?» «Мне бы хотелось пригласить тебя и девочек на ужин в отель, если ты не возражаешь», – добавил он. «Ты уже что-нибудь говорил об этом девочкам?» – спросила Джесси, как только они вышли из спальни. «Я не стал бы этого делать, не спросив сначала у тебя». «Тебе совсем не обязательно вести нас в ресторан, Сет», «Но мне бы очень хотелось», – сказал он искренне. «И я хотела сказать», – прошептала она, – «что ты можешь сам отвезти девочек на ужин». Сет прищурился. Он слышал шаги девочек и знал, что они были почти за его спиной и могут услышать их разговор, но все же спросил, стараясь говорить негромко. «Но почему ты должна оставаться дома?» На этот раз прищурилась Джесси. Почему ей это пришло в голову? «Мы пойдем на ручей?» – спросила Ханна, неверно истолковавшая разговор родителей. «Я не знаю», – сказала Джесси, чтобы замаскировать свои другие мысли. «А вы хотите?» Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что девочки этого хотят, и поэтому Джесси пояснила Сету. «В летнее время мы часто ходим на ручей, чтобы спастись от жары. Иногда берем с собой еду». «И мы прыскаемся водой», – заявила Кланси своим нетерпящим возражений тоном. «Вот это здорово! Давайте на этот раз о еде позабочусь я», – предложил Сет. «А ты умеешь готовить?» – спросила Ханна. «При помощи кошелька», – пояснил Сет, напоминая этим того Сета, с которым Джесси когда-то познакомилась и за которого вышла замуж. Не в силах сдержаться, она рассмеялась, и девочки присоединились к ней, даже не понимая истинной причины ее смеха. Не прошло и получаса, как они вышли из дома. Было еще довольно рано, поэтому в еде пока не было особой надобности, но позже Сет оставил семью у ручья и пошел в отель. И когда он вернулся к ним, то устроил целый пир, которому все присутствующие были очень рады. Они много резвились на солнце и в воде, и теперь были голодны, и с аппетитом съели и говядину, и булочки, и яблочный соус, и ягодный пирог, которые приготовили для них в кухне гостиницы. После обеда, когда девочки побежали на берег ручья сполоснуть руки и лица, Сет смог наконец сказать Джесси, о чем он думал. «Спасибо тебе за то, что ты позволила мне познакомиться с ними, Джесси». «Они нуждаются в тебе», – проговорила Джесси, не глядя на Сета, но чувствуя, что он смотрит на нее.
Она была рада, что девочки скоро вернулись, потому что у нее не было желания изливать перед ним душу. Глава 9. Сет рассказал Райлану и Бри о долгом и чудесном дне, проведенном вместе с Джесси и дочерями, о своих сомнениях, сожалениях и радости от того, что девочки, как ему показалось, приняли его. Бри слушала, затаив дыхание, радуясь тому, что Сет и Джесси сделали первые шаги к тому, чтобы наладить отношения. Ей очень хотелось поговорить со своей подругой, и это не могло ждать до завтра. По этой причине в этот вечер Бри пришла к черному входу в магазин в надежде, что Джесси услышит ее стук, поскольку окна, которые выходили на ту сторону здания, были открыты. «Это вы, Бри?» – произнесла Джесси, явно удивленная, но при этом обрадованная ее приходом. «Как ваши дела?» «Это именно то, о чем я хотела спросить у вас». Подруги на мгновение встретились глазами, и Джесси пригласила Бри войти в дом. «Проходите». «А девочки спят?» – спросила Бри, следуя за Джесси вверх по ступенькам лестницы. «Они только что легли. Нам придется говорить тихо, иначе они вскочат с постели». Женщины уютно устроились на диване и повернулись друг к другу так, чтобы видеть лица, поскольку свет из окон становился слабее. «Как, на ваш взгляд, прошел сегодняшний день?» – спросила Бри без предисловия, как только женщины сели. «Я думаю, что все прошло хорошо», – начала Джесси и затем остановилась. Она внимательно посмотрела на Бри, которая терпеливо ждала ответа, и затем продолжила. «Я еще не до конца осознаю, что он вернулся. В прошлую пятницу, когда я проснулась утром, моя жизнь была просто обычной, но к вечеру все перевернулось с ног на голову. Сет пришел вчера и тут же принялся работать в магазине, и я все еще не чувствую твердой земли под ногами. Мне кажется, что земля наклонилась, но кроме меня никто этого не замечает». Возможно, девочки тоже кое-что заметили. Джесси удивленно покачала головой. «Они так быстро привязались к нему, Бри. Почти без вопросов они приняли тот факт, что он является их отцом. Оказывается, они раньше говорили о нем друг с другом». Вдруг выпалила Джесси. «И я и понятия не имела, что они обсуждают эту тему, но сегодня утром они сами признались мне в этом. Они думали, что он умер, и никогда не спрашивали меня об этом, чтобы не огорчать». Бри удивилась не меньше Джесси. Ей всегда казалось, что Ханна и Кланси не способны молчать о чем бы то ни было. То, что они обсуждали столь важную тему про, возможно, умершего отца и ни разу не поделились этим взрослыми, было просто поразительно. Сабрину удивляло и поведение самой Джесси. Обычно спокойная и уравновешенная Джесси Виллер была сегодня очень взбудоражена. Бри никогда не видела ее в таком состоянии. «И что теперь будет, Джесси?» – спросила Бри, едва поспевая за своими мыслями. «Как вы переживете все это?» «Я полагаю, что мы просто будем жить. Девочки хотят его видеть». Джесси замолчала и покачала головой. Внешне он выглядит по-прежнему, возможно, чуточку старше, но внутренне он стал другим человеком, Бри. И я все время ищу в нем что-то от того прежнего Сета, которого я знала, но не нахожу. «А вам бы хотелось, чтобы прежний Сет вернулся?» – спросила Бри осторожно, не желая раньше времени говорить об обращении Сета к Богу. «Я хочу сказать, что он бросил вас, не говоря ни слова, на 8 лет. Вы ведь не хотите, чтобы тот человек вернулся, верно?» «Нет, не хочу. Но может ли человек так сильно измениться? В это немного трудно поверить». «Человек может измениться, Джесси», – произнесла Сабрина с легкой улыбкой. «Когда-нибудь, когда жизнь войдет для вас в более спокойное русло, я расскажу вам, как сильно может измениться жизнь человека». Джесси посмотрела на подругу скептически, но при этом с пониманием. Было видно, что она думала, что Бри никогда не совершила ничего позорного в своей жизни и не может ничего знать об этом. Но в то же время она была благодарна ей за такие слова. «Почему бы вам с девочками не прийти к нам на ужин на будущей неделе?» Наконец предложила Бри. «В какой день?» «Выбирайте сами». «Как насчет вторника?»
Во вторник так во вторник. Сет будет тоже. Но мне показалось, что вас это не смущает. Нет, все в порядке. В какое время? Приходите, когда закроется магазин. Мы сядем за стол, когда все соберутся. Спасибо, Бри. Пожалуйста. И не проговоритесь с девочкам. Джесси не выдержала и рассмеялась. Когда ее дочери узнали о том, что они отправятся в гости к Дэнни, их восторгу не было границ. Женщины еще немного поговорили, в основном о том, сколько было посетителей в магазине и о последних новостях, которые Бри узнала из газет. Их разговор не перешел на духовные темы, но Бри привыкла к этому. Она продолжала молиться за свою подругу и надеяться на лучшее для нее. Джесси совершенно забыла о том, что Сет говорил ей о том, что будет помогать в магазине, но он умел держать слово. Как только она открыла магазин в понедельник утром, он уже стоял на пороге. «Здравствуй», – поздоровался он, и его голос звучал уже не так неуверенно, как в первый раз. «Здравствуй. Я не знаю, найдется ли здесь для тебя достаточно работы», – заявила Джесси без вступления, и Сет кивнул, наблюдая за ней. Она повернулась, пошла внутрь магазина и встала за прилавок. Сет медленно последовал за ней. Он оглядел магазин и увидел, что все товары были в порядке. Но при этом он не собирался уходить. «Я помню, как ты говорила, что в магазине всегда найдется что-нибудь, что нужно сделать». «Для меня, да. Но не всегда для двоих». Сет снова кивнул, но он был настроен тянуть время. «Я припоминаю, что тебе всегда не хватало времени на бухгалтерский учет». Сделал он еще одну попытку. «Я мог бы поработать за прилавком, а ты в это время занялась бы бухгалтерией». «Нет». Это одно произнесенное ею слово удивило ее. Она не ожидала такого от себя. И, по правде говоря, она и сама не знала, почему так яростно сопротивляется ему. Он убедительно доказал в субботу, что он прекрасно ориентируется в магазине. «Пожалуй, я действительно могла бы поработать с бухгалтерией», проговорила она через пару мгновений уже спокойным голосом. «Хорошо», согласился Сет, стараясь не показывать того, что он был этому очень рад. «Если что-то случится, с чем мне будет не справиться, я позову тебя». Джесси бросила на него пристальный взгляд, и Сет ответил ей тем же. Ему очень хотелось спросить, почему она не хотела, чтобы он оставался в магазине. Но он знал, что в любую минуту в магазин может кто-то войти и им могут помешать. Как бы там ни было, Джесси не стала дожидаться его вопроса. Выйдя из-за прилавка, она исчезла на складе, не говоря больше ни слова. «Что ты делаешь?» – спросила Ханна, когда нашла своего отца за прилавком почти через 10 минут после его прихода. Он перебирал несколько стопок с почтой, за которой еще не пришли. «Доброе утро, Ханна!» – поздоровался Сет, не зная, относился ли ее вопрос к тому, чем он занимался в данный момент, или же к самому факту его пребывания в магазине. «А мама знает, что ты снова пришел?» – настаивала Ханна. «Знает. Сегодня утром она занимается бухгалтерией». «А ты умеешь работать с почтой?» – спросила Ханна, подходя поближе, чтобы забраться на прилавок и внимательно осматривая Сета. «Умею. Раньше я много здесь работал». «Я не знала этого», – сказала Ханна немного подозрительным тоном, который очень сильно напоминал голос ее матери. «А ты помогаешь маме в магазине?» – спросил Сет, желая изменить тему разговора. «Все время». «Это прекрасно. А Кланси тоже помогает?» «Она сметает пыль». «Я рад слышать, что вы, девочки, настоящие помощницы». «А когда ты работал здесь?» – спросила Ханна уже тоном ребенка, как именно в сущности и являлась. «Много лет назад, когда мы с твоей мамой только познакомились». «Этим магазином владели мамины родители», – сказала Ханна. «Мне она тоже об этом говорила». «Ты знал бабушку и дедушку Виллер?» «К сожалению, нет. Насколько я помню, твой дедушка Виллер скончался всего за год до того, как я познакомился с мамой». «А где ты с ней познакомился?» «Прямо здесь, в этом магазине. Она предложила мне работу». Сет был уверен, что вопросов Ханны хватит еще на целый час.
Но тут вошла женщина, и Сету пришлось прервать разговор с дочерью, чтобы обслужить покупательницу. Он не боялся рассказывать Ханне о тех подробностях, о которых ей хотелось узнать. Но он считал, что подобные вопросы должны быть заданы в присутствии матери. Сет чувствовал, что Джесси относится к нему настороженно. И это было совершенно естественно. У него не было ни малейших намерений делать что-то за ее спиной, чтобы не внушить ей какие-то опасения на свой счет. Более того, как только у него появилась возможность, он пошел на склад, чтобы поговорить с ней. Те вопросы, которые я ожидал от девочек вчера, возникли у Ханы сегодня утром. Она спрашивает о том, как мы познакомились, и знал ли я твоих родителей. «В этом есть какая-то проблема?» – спросила Джесси, не понимая, почему он говорит ей об этом. Я ничего не имею против того, чтобы рассказать ей, но я хотел сообщить тебе, что между нами состоялся такой разговор. Джесси, понимающе кивнула. И в душе она была благодарна Сету за то, что он пришел к ней, но ему не следовало волноваться. «Вообще-то, когда я засыпала вчера вечером, я пожалела о том, что не предупредила тебя. Иногда они ведут себя именно так. Стоит им дать несколько дней на размышление, и вопросам не будет конца». Ты хочешь подождать, пока мы будем все вместе, чтобы рассказать им об этих вещах? Но не успел он договорить, как появилась Кланси. «Привет, Сет!» – начала она без вступления. «Ханна сказала мне, что ты сортировал почту». Так и есть. Я все правильно сделал. Кланси не поддалась на этот отвлекающий маневр. Она продолжала расспрашивать Сета, пока не убедилась в том, что он разбирается во всех тонкостях этой работы, после чего девочка ушла. И только тут Сет заметил выражение лица Джесси. Ты получаешь от этого удовольствие, сказал он ей. Джесси попыталась показать, что не знает, о чем он, но Сет видел ее насквозь. Возможно, он хотел бы что-то добавить на эту тему, но тут кто-то позвал его из торгового зала. И только когда он вышел из склада, Джесси позволила себе улыбнуться довольной улыбкой. Сет не помнил, когда в последний раз он был таким усталым. Он работал все утро без малейшей передышки. Если не было покупателей, то его дочери приставали с вопросами или учили его, что и как следует делать. В какой-то момент Сет едва не рассердился на них и не попросил оставить его в покое, но вовремя остановил себя. Он собирался сказать Джесси, что скоро ему понадобится перерыв на обед. Но до тех пор он решил оставаться спокойным и помнить о том, для чего он вернулся. Вскоре после того, как он уверовал во Христа, Касси написала ему о стихе из 1 главы Евангелия от Луки. Он не выучил его наизусть, но помнил, что в нем говорилось что-то об обращении сердец отцов к детям. Он не знал, почему, но казалось, что мужчины часто отдаляются от своих детей. Его отца не было рядом с ним, когда он был ребенком. А теперь, находясь рядом со своей семьей много месяцев спустя, Сет вспомнил о письме Касси и о том стихе и начал радоваться такому настойчивому вниманию своих дочерей. Ему было совершенно ясно, что они не всегда вели себя вежливо, но это было не самым главным из того, над чем ему предстояло поработать. В первую очередь ему предстояло завоевать их любовь и доверие. «Ты вытришь там пыль?» – спросила Кланси. Она подошла к Сету, когда он стоял рядом с секцией очень высоких полок. «Там слишком высоко для мамы». Вот что я тебе скажу, предложил Сет. Давай ты сбегаешь за метелкой, а я подниму тебя, чтобы ты сама смогла смахнуть пыль. Глаза Кланси расширились, и она побежала на поиски метелки. Сет не удивился, когда она скоро вернулась, ожидающе глядя на него. «Готова?» – спросил Сет, глядя на ее лицо с чувством, которого он никогда не испытывал раньше. «Готова!» «Хорошо», – сказал Сет и подхватил ее на руки. «Я посажу тебя на плечи. Если ты и тогда не дотянешься, то я подниму тебя еще выше». Кланси кивнула и затаила дыхание, но не только от того, что запыхалась, пока бегала за метелкой. На их лица посыпалось много пыли, но они работали как настоящая команда.
Кланси была легкой, как перышко, и Сет просто медленно шел вдоль ряда полок, тогда как девочка удобно сидела на его плече, смахивая при этом пыль метелкой. «Ну, как теперь?» – поинтересовался Сет в какой-то момент. Но тут он услышал, как вошла Ханна. «Когда вы закончите там, тебе нужно будет подмести перед магазином. Мама делает это каждый день». «Это еще что?» Вдруг услышали они сзади. Ханна, Сет и Кланси, все еще восседавшие на его плече, повернулись и увидели идущую по проходу Джесси. Она выглядела недовольной, и Сет быстро, но при этом очень осторожно опустил Кланси на пол. «Неужели они тобой командуют?» – спросила его Джесси. Сет выглядел смущенным и думал, как бы смягчить ситуацию, тогда как Джесси бросала на девочек гневные взгляды. «Вы давали Сету указания?» Обе девочки виновато кивнули. «Это должно прекратиться немедленно», произнесла Джесси тоном, с которым стал бы спорить только глупый человек. «Вы не начальники для Сета, и если мне что-то будет нужно, я сама попрошу его об этом, и чтобы я больше не видела, что вы командуете Сетом. Вам все ясно?» Обе светловолосые головки кивнули. «А теперь извинитесь перед ним и запомните то, что я вам сказала». «Я извиняюсь», – произнесла Кланси, после чего эти же слова эхом повторила Ханна. «Ничего, девочки», – с трудом проговорил Сет, прежде чем Джесси заговорила снова. «Идите наверх и начинайте готовить обед. Сделайте бутерброды с маслом и джемом. Хлеб уже нарезан». Джесси проследила за тем, чтобы они послушались, после чего повернулась к Сету. «И это происходило все утро?» «Это была моя идея посадить Кланси на плечи», – сказал Сет, не пытаясь защищать девочек, если они нуждались в исправлении, но желая предоставить Джесси полную картину происходящего. Джесси внимательно посмотрела на него и вдруг поняла. Он боялся что-то сделать неправильно. Она сказала ему о том, что третьего шанса не будет, и он был готов терпеть все, что угодно, только бы остаться с ними. Эта мысль должна была принести ей огромное удовлетворение, но этого не произошло. Возможно, он и заслуживал того, чтобы она сделала его жизнь несчастной, но мстительность была не в ее характере. «Я пойду посмотреть, как девочки справляются с заданием», – сказала Джесси, – «и принесу тебе поесть». «Ты не обязана кормить меня, Джесси, я могу пообедать в отеле». «Я ничего не имею против того, чтобы ты поел у нас», – продолжала Джесси, и на мгновение они встретились глазами. «Я только сейчас вспомнила», – продолжила Джесси через пару мгновений, – «что я забыла заплатить тебе в субботу». После этих слов Сет выглядел ужасно неловко, но он знал, что ему нужны деньги, так как придется платить за аренду, как только он найдет себе жилье. У него были кое-какие сбережения, которые он положил в городской банк, но на них у него были другие планы, и в эти планы не входила ежемесячная оплата жилья и питания. «Если ты не возражаешь, я добавлю оплату за субботу в ту сумму, которую я заплачу тебе в конце недели», – предложила Джесси. Сет кивнул. Его зависимость от этих денег жгла его. Он испытывал такое сильное чувство стыда, что не мог даже поднять на нее глаза. Тут вошел покупатель, и Сет подошел к прилавку, радуясь возможности прекратить этот разговор. «Как ваши дела, Джеб?» – спросил Райлан. Джеб сидел в гостиной у открытого окна. Его забинтованная нога покоилась на подушке. «Неплохо, все еще побаливает, но доктор Эрнст говорит, что это скоро пройдет». «Похоже, он сложил перелом правильно», – сказал Райлан, наклоняясь поближе, но не прикасаясь к повязке. «Думаю, что да. Было бы хорошо, чтобы после всего этого нога могла двигаться по-прежнему. Скажите мне, Райлан», – вдруг спросил Джеб, – «как идут дела у Джесси и Сета?» «Вы удивились, увидев его?» – спросил Райлан с легкой улыбкой. «Я с трудом поверил собственным глазам. Вы знаете, сколько лет прошло?» Он сказал 8. «Как они встретились с Джесси?» «Неплохо. Она позволила ему познакомиться с девочками, и сейчас он работает в магазине». Этьен собиралась сегодня зайти к Джесси, но она еще не вернулась.
Какое-то время Джеб выглядел задумчивым. Он беспокоился о своей кузине и хотел поговорить с Сетом. Как сильно бы он не доверял Райлану, Райлан не знал Сета настолько хорошо. «Я хотел бы, чтобы Сет пришел к нам сегодня на ужин. Вы не знаете, какие у него планы?» Не знаю, но я могу зайти в магазин и спросить у него. Я был бы вам очень благодарен, Райлан. Я чувствую, что мне нужно поговорить с ним. Мы слишком мало общались, когда он жил здесь, и потом я долго жалел об этом. И я попрошу его зайти к вам». Возможно, вы встретитесь там с Пэттинс, но я хотел бы сам сообщить ей о своих планах. «Разумеется». Джеб удовлетворенно кивнул, потянулся за своей Библией и сказал: «А теперь я готов выслушать персональную проповедь». Райлан засмеялся и тоже открыл Библию, готовясь пересказать Джебу то, что тот пропустил в воскресенье. Теперь настала очередь Сета отправиться на склад. На этот раз для того, чтобы перекусить. Примерно 10 минут спустя Джесси принесла ему тарелку с едой, и он занял ее место за рабочим столом в дальнем углу склада. Бухгалтерские книги все еще были открыты, но Сет не стал заглядывать в них. Ему было любопытно узнать, как у нее идут дела в финансовом отношении, и он знал ее систему отчетности еще с тех пор, когда они были молодоженами, но он считал, что он не имеет права на эту информацию. Сет был по-прежнему глубоко погружен в свои мысли, когда заметил, что за ним наблюдают. Ханна подошла к краю высокого стеллажа и стояла там, внимательно рассматривая его. Он не видел девочек после того, как их мать отправила их на второй этаж, и знал, почему она боится к нему подойти. У Сета не было подобной неуверенности. «Привет, Ханна!» – обратился он к ней. «Ты уже поела?» Девочка кивнула и подошла ближе. «Тебе было вкусно?» Еще один кивок, но Ханна продолжала молчать. Сет пытался придумать, что сказать притихшей девочке. Ему было печально от мысли, что дочери нечего сказать ему, когда она не может им командовать. Он был бы рад, если бы она его о чем-то спросила. И даже попытался сам придумать для нее вопрос. Его умственное напряжение рассмешило его самого, и на его губах появилась слабая улыбка. Видя это, Ханна тоже слегка улыбнулась. Улыбка Сета стала еще немного шире, что тут же отразилось на лице Ханны, и через несколько мгновений они уже широко улыбались друг другу. «Иди сюда», – позвал Сет, и Ханна подошла ближе. Сет поправил воротничок на ее розовом льняном платье и пригладил ей волосы. Это, похоже, дало Ханне понять, что ее простили, и она задала вопрос. «А Бри кормит тебя?» «Да». «И что ты ешь?» «Все, что она приготовит», – ответил Сет, не желая признаваться дочери, что сам он совсем не умеет готовить и всегда благодарен, если кто-нибудь предложит ему поесть. «Я люблю цыплят», – взяла на себя инициативу Ханна. «Я тоже, с клёцками». «А что такое клёцки?» «Разве ты никогда не пробовала клёцки? Твоя мать готовит отличные клёцки». Ханна выглядела удивленной и уже собралась идти, но Сет поймал ее за руку. «Я не хочу, чтобы ты спрашивала у матери, почему она никогда не готовит клёцки. Если ты их никогда не ела, значит, у нее были для этого веские причины». «Недостаток времени». Тут и Ханна, и Сет подняли глаза и увидели Джесси. Сет откинулся на стуле и посмотрел на нее. «Даже по воскресеньям?» – спросил он, вспомнив, что именно по воскресеньям она готовила их для него. «Я чувствую себя очень усталой по воскресеньям». «Могу себе представить», – согласился он мягко, в первый раз осознавая, что в ее жизни многое изменилось. То время, когда они оба работали в магазине, даже после появления на свет Ханны, не шло ни в какое сравнение с тем периодом, когда ей пришлось поднимать обеих девочек в одиночку и одновременно управляться с делами в магазине. На какое-то время Сет задумался о том, что она, возможно, очень ждет начала занятий в школе, но затем понял, что заранее знает ответ. Джесси не захочет разлучаться с дочерями только для того, чтобы ей самой стало легче. Это просто не похоже на нее.
Ты когда-нибудь приготовишь клёцки, мама?» – спросила Ханна, но ее голос не был требовательным. «Когда-нибудь да, но тебе не следует приставать ко мне с этим». Ханна кивнула и быстро вышла со склада. Джесси знала, что девочка обязательно расскажет Кланси о таинственном блюде. И Кланси захочет узнать все подробности, но сейчас она позволила ей уйти. «Мы приглашены завтра на ужин к Райлану и Бри», – сообщила Джесси Сету. «Но я не хочу говорить об этом девочкам до закрытия магазина». «Хорошо», – сказал он, согласно кивая. Джесси собралась было спросить, почему он считает, что это хорошо. Но тут на склад зашла Ханна и сказала матери, что к ней пришла Пэттиэнс Дор. Как только Джесси вышла со склада, Сет снова приступил к работе. Ему хотелось бы еще немного посидеть и отдохнуть, но что-то в выражении лица Джесси обеспокоило его. Он разучился читать ее мысли. Кое-что в ее поведении осталось неизменным, но иногда она смотрела на него так, что он не мог понять, что означают эти взгляды. Раньше, как бы сильно она ни злилась на него, в ней никогда не было недоверия. Но сейчас он был уверен, что она чувствует именно недоверие к нему. Отчасти он замечал, что ведет себя слишком скованно. Его вера во Христа была реальной, но при этом он все равно оставался Сетом Редингом, человеком, который любил пошутить и посмеяться. Через пару дней он сможет вести себя более естественно. У него много раз возникало искушение пошутить с Джесси, но он не решался. Он хотел делать то же самое и по отношению к дочерям, но не знал, как это будет ими воспринято. В этот момент в магазин вошел Пит Стилвилл, владелец местной кузницы. Он хотел купить крем для обуви, и Сету пришлось выйти к прилавку и сосредоточиться на работе. Но он делал это с молитвой о том, чтобы когда-нибудь он снова смог стать самим собой. Не тем эгоистом, каким он был когда-то, но человеком, в душе которого царит мир и который любит свою семью. Но, увы, он еще не знал, как проявить эту любовь. Вот мы и прочитали следующие 3 главы. Встретимся с вами в следующих главах.